Меня зовут Мирош, я толкователь снов. Меня очень часто спрашивают, откуда появились сны, что такое сны. Сны – это послание предков. Если посмотреть на символ ловца снов, мы видим это дерево, где корни и ветки объединяются в единый круг. То есть связь между потомками и предками и их взаимосогласие. Внизу мы видим перья, символ вестей. Что хотят нам сказать предки? В первую очередь это сохранение семьи. Чтобы сохранить семью, эта семья должна вначале родиться. В снах показывается, как найти нам вторую половину. Иногда бывают сны, где прям четко показывается, что вот ваша вторая половина есть. Потом второй проблемой является рождение ребенка. Третье – сохранение семьи. А когда есть семья, наши предки заботятся о благополучии этой семьи, о его финансовом успехе, о взаимопонимании поколений детей. То есть все, что для нас хорошо, для нас лично. Самой большой проблемой является, конечно, любовь. Потому что любовь, многие считают, что это какая-то манна небесная, которая нам уготована, должна быть так, как мы ее хотим. Нет, любовь в первую очередь – это работа. Работа двух людей. Сейчас ко мне обращаются очень много по поводу рождения ребенка. Абсолютно здоровые люди не могут зачать ребенка. Я не имею в виду людей по медицинским показаниям, а именно психосоматическим. Психосоматика людей в снах четко выражена. Когда рассматриваю эти сны, почему нет ребенка, то открываются вообще другие проблемы. Первая проблема – это непринятие друг друга, недоверие. Когда начинаешь разбирать сны, оказывается, человек думает, а вдруг я рожу, вдруг меня бросят, как я подниму этого ребенка? То есть нет еще ребенка, а человек на себя напридумывал, там посмотрел, как у других людей, и примерил все это на себя, и начинается блок. То есть матка блокирует зачатие ребенка. Второй проблемой является то, что не могут стереть прошлое. То есть где-то были какие-то бывшие, которые, возможно, не готовы были понести ответственность, которые обманули, предали. И сейчас мы начинаем мерить это уже на этого супруга. И вот эта вот пыль в снах не позволяет двигаться дальше вперед. То есть зачать этого ребенка. Дальше в снах очень часто мы не можем забыть не только прошлое, но мы боимся будущего. Мы хотим гарантии. Все люди сейчас требуют каких-то гарантий. Мне говорят, а вдруг я выйду за него замуж, а потом он меня предаст, а потом он меня бросит. Вот пусть он мне даст гарантии. Какие могут быть гарантии в отношениях? Любовь всегда риск, любовь всегда работа, любовь всегда что-то зыбкое, что невозможно ни потрогать руками, ни юридически подписать. Предки нам показывают наши страхи, наши вещие сны, наши фатальные сны. Фатальные сны – это для того, чтобы мы спокойно приняли собственную судьбу. Вещие сны для того, чтобы
мы могли предотвратить какие-то разорения, какие-то удары судьбы, остановиться на этом. У меня были много людей, которые считали себя очень знаменитыми, там, крутыми, богатыми, которые считали, что сны это что-то ненужное, которые сейчас очень много всяких там учений, и поэтому толкование снов – это редкое занятие. А ведь раньше в каждой деревне бабушка могла толковать, да еще в каждой семье. Но мы утратили эти знания, мы отреклись от них. Некоторые люди говорят, толкование снов – это не наше. Вот знаете, некоторые мне говорят, толкование снов – это не наше, не казахское, оно не присуще для нас. Мне даже смешно. Получается нумерология, астрология. Я не отрицаю эти знания, что они присущи, а толкование снов нам не присуще. Единственный казахский эпос, наше национальное достояние Ертостик, начинается со снов. Так что приглашаю вас на толкование снов. Это целый мир, в который открывает для вас страницы вашего страха, будущего и фатальности. До свидания.